Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на канал «Давай запишем». В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим о динамическом микрофоне, созданном для работы с голосом. Это Art DC. Поехали! Давайте посмотрим, что же идет в комплекте вместе с этим динамическим микрофоном. Благо, комплектация сегодня достаточно интересная. Во-первых, это кейс для транспортировки. В нем мы найдем сам микрофон. Помимо всего прочего, есть дополнительный вот такой мягкий чехол для транспортировки и для хранения этого микрофона. Можно без кейса, в принципе, кинуть в сумку прямо в чехле, куда-нибудь повезти. Есть ветрозащита, кстати, с изъяном. Ай-яй-яй. Ну, ладно, мы повернем вот этой стороной, будто все в порядке, но мы знаем. Ветрозащита, обычная ветрозащита от взрывных согласных, если они есть. Мы решили ей не пользоваться, потому что у нас их нету. Я как-то артикуляционно стараюсь их избегать. Что здесь еще есть? Резиночки. И это очень важно. Это дополнительные резиночки для держателя в виде паука. Здесь есть комплектный паук, который позволяет бороться с какими-то вибрациями и низкочастотными паразитными вещами, которые могут пролезть к вам на запись. Ну и плюс есть переходник для другой резьбы под микрофонную стойку. Давайте все это дело упакуем обратно, прикроем и вернемся все-таки к микрофону, потому что весь сегодняшний ролик — это, по сути, один большой тест. Вы слышите мой голос, записанный на этот самый микрофон. Фантомное питание мы не подаем, потому что это все же динамический микрофон. Мы подаем усиление в размере 55 дБ. Что очень интересно, и это действительно очень важная фишка вот этого микрофона, он дикторский, и он обладает гиперкардиоидной направленностью. Это очень и очень узкая направленность. Ее чаще всего встретишь в каких-то пушках, микрофонах-пушках. На таких микрофонах это редкость. И, допустим, если я начну отклоняться, вы уже слышите, что мой голос, он находится вне направленности микрофона. Он как бы ушел на задний план. А это значит, что все, что будет звучать вне направленности, щелканье по клавиатуре, какие-то шумы в соседней комнате, шумы от ваших соседей, шумы с улицы, если вы вдруг открыли форточку во время стрима, все это будет оставаться на заднем плане. В центре внимания будет лишь ваш голос, и на самом деле это очень важный фактор при выборе динамического микрофона, при выборе дикторского микрофона для себя любимого. Есть две настройки на микрофоне, два переключателя. Это фильтр высоких частот, который позволяет нам срезать лишний низ, и так называемый бустер. То есть это повышение на средних частотах. Давайте пощелкаем и послушаем, как эти настройки будут влиять на звучание. Сейчас, например, мы включили бустер, должны были подняться средние частоты. Вот так мой голос звучит, если мы включили этот переключатель. Давайте активируем срез низких частот, но без бустера, и послушаем. Срезали лишний низ, и вот так зазвучал мой голос без низа и без бустера. Подкинем средних частот и послушаем, как работают сразу две настройки одновременно. А вот так мой голос звучал, когда мы активировали и ту частотную коррекцию, которая имеется у нас на микрофоне. Давайте вернемся к исходным значениям. У микрофона, у его описания есть очень интересная формулировка, я даже зачитаю, сейчас я себе выписал. Плавный, ровный отклик с эффектом присутствия и балансом низких частот. Перевожу на русский человеческий язык. Это значит, что вот этот микрофон, поскольку он все же дикторский, он создан в первую очередь для работы с голосом, он спроектирован специально, чтобы грамотно отрабатывать эффект близости. Что такое эффект близости? Когда я подсаживаюсь к микрофону поближе, то начинают преобладать низкие частоты. Я чуть-чуть потише стал говорить, чтобы не перегрузить микрофон случайно. И как раз-таки вот этот низ, который забивает весь остальной частотный диапазон, это и есть эффект близости. Такой микрофон должен справляться с эффектом близости, выдавать нам более-менее равномерную частотную характеристику даже при нем. Ну, это тоже был своеобразный тест, по которому вы можете судить вот об этом самом микрофоне. Я думаю, можно провести еще небольшое тестирование
тестирование — это взрывные согласные. Давайте воспользуемся ветрозащитой. Я ее достану. Послушаем без нее. И, конечно же, послушаем с ветрозащитой. Итак. Бабушка испекла блины и положила их на пол. Ставьте лайк за самый лучший тест на взрывные согласные. Подкинем ветрозащиту. Бабушка испекла блины и положила их на пол. Еще раз отмечу комплектный паук. Это действительно здорово. Это вибро-развязка, которая позволяет не записывать какие-то удары по столу, удары по клавиатуре и так далее. Ну, знаете, когда слил каточку и нужно как-то охладить свой пыл. Вот. Предлагаю провести еще один тест, на этот раз на вокале. Будем подавать одинаковое усиление и на этот микрофон, и на этот микрофон. И проведем такое АБ-сравнение. Вы все знаете, что это такое. Вы все знаете вот этого черного властелина, такого негласного серого кардинала. Послушаем его в сравнении с D7 и поймем, а что же лучше, D7 или... Кстати, не забудьте написать свое мнение в комментариях. Ну а я оставляю вас с тестом. Друзья, это был канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Я не прощаюсь, я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. И незачем теперь следить за ботинками. Давно уже подобны все действия мои безразличию. Все равно нулю. И струны не порвутся, все так же ждут они, когда к ним прикоснутся горячие твои слезы со щеки. Я был мальчиком. Школьное окно, где я маленький. Все твои слова — это прошлое. Вот мои глаза, прочитай меня. Помоги вернуть невозможное. Придвинь немножко к себе прям. Еще. И крышку немножко закрой. Стоп. Вот так, давай. Блин, платок не слишком мятый? Никак? Нормально? Мятый. Сюда не видно. Окей. Мятный? Мятный. Как леденец. Отсюда не чувствуется запах.